И снова здравствуйте, мои замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю за то, что вы со мной. Спасибо вам за лайки, комментарии, подписки. Спасибо. Сейчас делаю вторую часть расклада «Мужской взгляд». Сейчас хочу рассмотреть мужчины, что думают о вас. Да? В первой серии мы посмотрели, что говорят они о вас. А сейчас посмотрим, что думают о вас. Может быть, когда они там наедине сами с собой остаются, да? Что думают о вас? Итак, что мужчины думают о вас? Что думают о вас? Что думают о вас? Что мужчины думают о вас? Ух ты! Нифига себе карты, что думают о вас. Думают о вас, что вы звезда, девочки. Сочетание звезда, луна, старший аркан и посланник высших сил. Такое классное сочетание, мне нравится. Ладно, сейчас полностью разложу, тогда уже буду... Вау! Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Я бы вам посоветовала, конечно, кто не смотрел первую часть, посмотреть, потому что тут как бы логично оно вытекает одно из второго. Вот эта карта, кстати, тоже там очень хорошо проигралась. Мужчина, которого раздирает две женщины пополам. Так. Угу. Так. Я так выборочно буду, девочки. Ну, тут прям история показана. Вот думают о вас, что в вашей жизни был, ну, не обязательно мужчина, ну, скорее всего, тут, да, тут мужчина в большей степени. Но, в принципе, можно прочесть, что люди, которые в отношении вас как-то очень токсично себя вели. Может быть, в том числе сплетни, тут какие-то, в том числе, ну, болезненный опыт был с этими людьми. В первую очередь, тут все-таки мужчины, мужское какое-то влияние, агрессия, может быть, несдержанность, да, человек себя вел, ну, разрушающе, где-то боль вам причинял своим поведением. Если это в общем, может быть, и женщины, да, в отношении вас, там, понятно, то это какие-то лишние разговоры, сплетни, тоже какое-то токсичное проявление, то, говорят, при всей вашей доброте, вот эта карта, это как она, смотрите, тут высшие силы как оберегают женщину с ребенком. Это вы являетесь таким каким-то человеком, который несет добро, свет. В принципе, для вас норма решать какие-то проблемы. У всех проблемы есть, у всех какие-то периодически возникают трудности. Так вот, вы за то, чтобы где-то подойти, где-то поставить плечо, где-то лишний раз поддержать человека. Вы не будете тут проявлять, знаете, какую-то агрессию. Вы стараетесь как-то мудро, даже какими-то превентивными мерами, даже для того, чтобы снизить какие-то риски, для того, чтобы где-то, может, кому-то даже соломки подстелить. Ну, тут какой-то показан такой добрый, тактичный человек. Но даже при всем, при вашей вот этой вот доброте, свете этим, да, правильно, свет, который вы излучаете, показано, у вас не хватило, вот как будто бы думают о вас вот мужчины, что даже с вашей вот этой добротой бесконечной, с вашим каким-то всепрощением не хватило этого всего, как будто бы вы вера
вашей веры не хватило даже вот таких людей, потому что люди в отношении вас какие-то злоупотребляли этой вашей верой, добром этим каким-то, ну, как будто на голову вылезли. И вы, в свою очередь, как будто бы для себя сделали выбор в сторону себя, для того, чтобы сохранить этот свет внутри себя, этого ребенка внутри себя. Ну, в конце концов, не дали им растоптать себя до конца даже где-то. Вы в отношении этих людей проявили уже равнодушие, все, отвернулись от них. И отправились в свое какое-то... Вот карты очень перекликаются там, на вашу сигнификацию. Вот в первом раскладе они как продолжение прям. Будто бы человек, в данном случае вы выбрали свой путь. Тут где-то у кого-то одиночное плавание с этим же опытом болезненным где-то. Постарались вот тут только карта равнодушия оставить эмоции позади, но опыт берете с собой. И это как, знаете, какой-то этап в вашей жизни, огромный этап, он закончен по карте мир. Окончание чего-то, в чем-то даже логично, как бы логичное окончание. Для вас в первую очередь, да, где-то осознание того, что нельзя с такими людьми, вот какими-то абьюзерами, арбузерами, где-то с людьми, которые стараются вас уничтожить, самоутвердиться, люди, которые несут зло, разрушение, нельзя с ними по-доброму. Как минимум нужно на вытянутую ручку, как минимум нужно вообще максимально ограничить общение с ними и не подпускать. Они свою жизнь разрушают, но они также и вашу могут разрушить. Как будто бы пришло осознание того, что не нужно столько эмоций, энергии своей драгоценной, божественной какой-то энергии на этих людей сливать, вот в прямом смысле. Тут как будто бы вас где-то даже через это учат, научили. Ну, в принципе, я не думаю, что прям так мужчины думают. Но мужчины думают о том, что где-то даже вашего вот этого доброго характера, где-то вашей снисходительности, где-то вашей женской, может, даже не знаю, как любви, да, где-то терпения не хватило, ну и в принципе заслуженно, как будто бы сколько можно было терпеть. Тут как будто бы женщина все выбрала себя, пошла, закрыла какую-то тему, какие-то взаимоотношения и пошла в новое. И под другими словами, эта дверь закрывается, но неизменно открываются новые. Тут тоже такой подтекст. Опять-таки, это также может касаться, могут думать мужчины о том, что это тоже каких-то взаимоотношений. Если с мужчиной мужчина был, может быть, недостаточно внимателен к вам, потому что тут король мечей, это, скорее всего, мужчина, который умный, он, да, может строить карьеру, но это человек, который скорее вкладывает в себя. Тут даже другой подтекст. Он не дает достаточно внимания, заботы, любви. Тут как женщине могло катастрофически этого всего не хватать. Плюс еще мог быть такой фактор, там, наличие второй женщины, там, или, в принципе, мужчина не определился до конца. Тут как будто бы женщина вот это тоже могла пройти, и вот это ее такой тяжелый путь. Где-то, может быть, в какое-то первое время вы старались там где-то заслужить любовь по хрустальной туфельке. Это, знаете, тут вера, с одной стороны, вера в то, что ваше добро, на ваше добро будет отвечено добром, что где-то заслуживали любовь тоже. Тут, девочки, такое тоже может быть. Вера в то, что любовь все, знаете, превозмогает, да. По хрустальной туфельке тоже эту карту можно протрактовать, вот так часто ее трактуют. Появляется в жизни женщины, так называемая ля принц, да, он протягивает эту хрустальную туфельку, туфелька 36 размера, а у девочки нога 39. И девочка, дабы не упустить этот шанс, где-то, чтобы этот мужчина перестал устраивать эти кастинги, ее сравнивать с кем-то, с чем-то, для того, чтобы остановил на ней выбор, втискивает эту ножку 39 размера в эту туфельку 36, да. Что она приобретает? Ломает себя, где-то свои потребности элементарные зачеркивают, приобретает хрусталь, в котором ходить невозможно, да, вообще какой-то китайский пластик, говорю. Собственно, ломает себя, свою судьбу сама отчасти, девочки, для того, чтобы тут тоже такой подтекст. Кто ее заставляет, вот эту вот, кто ее заставляет в эту туфельку пытаться влезть? Знаете, это как бы женщина может стараться, опять-таки, заслуживать любовь, женщина старается быть хорошей, женщина становится очень удобной, но вину этой женщины тоже не стоит как бы, ну, отметать, да? Благими намерениями выслана дорога в ад. В общем, как будто бы тут
для вас это настолько был болезненный какой-то карта болезнь, опыт общения с какими-то людьми. Если это не мужчины касается, а в принципе взаимоотношений ваших, мало ли там, может быть, взаимоотношения с близкими даже, с родными, с коллегами по работе, уж не знаю, подруги, то это то же самое. Где-то вот это ваше какое-то желание опять, знаете, не причинить боль другому. Вот тут такое, как будто бы. И вы искренне, может быть, надеялись, что там люди оценят ваше добро, тактичность, а тут говорят, нифига, чем больше позволяешь людям вот так вот, прощаешь, тем больше они тебе на голову, да, гадят. Тут это настолько болезненно, у кого-то прям вот мужчины думать о том, что для вас это был прям тяжелый период, где вы разочаровались, может, даже в отношениях между людьми. Не обязательно мужчина и женщина, а вообще как будто бы в человечестве всем, да, вот такое. При этом как будто бы неизменно по пятам вот какие-то тут сплетни о вас. Вас как преследуют эти сплетни, тут вот тоже они об этом думают. Женщина как будто бы заплатила очень большую, огромную какую-то цену за то, что она всего лишь хотела любить, всего лишь верила в эту любовь, всего лишь верила в то, что вот эта любовь ее может изменить где-то мир. Ну, тут выбор сделан, как будто бы все. Где-то прозрела, где-то отпустила даже, плывете в новое. Карта мира говорит о том, что я же говорю, это огромный какой-то период вашей жизни, отрезок, он закончен. Вы сделали правильные выводы, вы прожили, пережили это все, где-то приняли. И вас видят, ну, вот они думают о вас. Потому что женщина такая, на самом деле, очень сильная. И по карте мир еще раз, вот мне так хочется акцент на этом всем. Вот сочетание этих двух карт говорит о том, что одни двери перед вами закрываются, может быть, вы сами их закрыли даже. Скорее всего, вы сами их закрыли. Ну, всего лишь для того, чтобы новые двери перед вами открылись. И эти новые двери, за ними новый мир, яркий какой-то, который действительно сулит вам что-то прекрасное. Опять-таки, вот по вот этим картам, я повторюсь, да, добрая, светлая душа, мамочка хорошая, заботливая, в принципе, человечек такой, который пойдет на помощь, всегда поддержит. Но вот эти карты первые, они вообще тут такие, знаете, как на вашу характеристику звезда. Круче, чем звезда, не бывают характеристики на женщину. Есть еще вторая характеристика классная, да, императрица, но это более земная такая, знаете, а звезда это женщина, где-то идет идеализация даже вас, я вам хочу сказать, мужчин, для мужчин вы идеал, тут и внешне данные, интеллект, я всегда считаю, таланты, вообще загадочная, непонятная, непрочитанная книга. Женщина где-то может быть даже холодная, отстраненная, но от этого не менее прекрасная. Ну, я думаю, люди, которые вас ближе знают, они понимают, что это где-то защитная реакция. Влечете, привлекаете. Кто-то вас считывает из мужчин, может быть, какая-то такая, цену себе не сложит, корона на голове, да. А сочетание еще звезда и луна, девочки, это луна это покровитель женщин. То есть вас видят очень женственной. Но при этом же непонятно, еще туману добавляете. По луне тоже таланты. Но тут у вас такой типаж, вы мужчин притягиваете. Это зависимости. Это в данном случае я не думаю, что у вас зависимость, потому что по тем картам я не вижу, что были у вас какие-то зависимости. Единственное, что вы могли, конечно, быть в каких-то созависимых отношениях, но вы из этого болезненно, скорее всего, или вышли, или выходите. Может, у кого-то остаточные явления, как после гриппа, остались, но это все равно уже самый такой пик, мне кажется, уже прошел. То когда вот там вообще очень было больно. Вообще такая женщина, которая влечет, где-то роковая даже по этим картам, женщина, которую не спутаешь, вот и ни с кем другим не спутаешь, и чем больше с вами знакомишься, общаешься, да, там узнаешь о вас, тем более вас еще, понимаешь, вот как вершина айсберга, там, а внутри, под низом, там еще новое что-то, какие-то у вас там новые, не знаю, сведения, что-то, или как-то вы себя так ведете, или какие-то там, уж не знаю, у вас вот разговариваешь с вами, там думаешь, все о вас знаешь, тут бабах, что-то новое у вас узнаешь. И это интересно, это манит. Ты понимаешь, что такой женщиной точно никогда не соскучишься. Да, и при этом вот добродетель, при этом светлая, добрая. Вот сочетание сумасшедшее, девочки.
Вот это о вас так думают мужчины. Вот это так думают, да. Так, давайте теперь посмотрим быстренько, как вам эту информацию лучше использовать для себя в собственных целях, да. Как полученную информацию лучше вам использовать. Так, как эту информацию полученную вам использовать с максимальной выгодой для себя, да? Мало ли, может, что-нибудь подскажет вам карта, как эту информацию вам использовать, ту, которая вам сейчас пришла. Как ее использовать с максимальной выгодой для себя. Информацию это для себя. Так, открываем. Ух ты. Ух ты, как классно показали. Сразу же первые карты, я не буду молчать, я вам сразу скажу. Говорят, вот там у вас есть какая-то мечта, цель в жизни, да? В самом начале ваша сигнификация была тоже. Звезда, ну тут звезда это как мужчины вас видят, какой они вас видят. Тут звезда это мечта, это какая-то у вас есть цель, то, чем вы горите, то, о чем мечтаете, может быть даже боитесь, да, но все равно как будто бы идете. И там был, по-моему, была карта мост. Так вот, вам говорят, вот не отказывайтесь от этого. Вот в первую очередь, вам об этом хотят сказать. Ни в коем случае не отказывайся. Строй эти мечты, иди к своей мечте. Не просто там мечтай, да, не просто там фантазируй, а по карте мост выстраивай, вот шажочки делай. Не получится так, у тебя будет еще запасной вариант. Но ты все равно, вот, когда ты достигнешь, ты подойдешь близко к своей мечте, ты будешь счастлива. Говорят, тут не отказывайся от своего счастья. Прям вот так они и говорят. Так, дальше. Ух ты, какие карты. Ой, прям... Ладно, ну можно же слово секс говорить? Можно? Я надеюсь, можно. Тут у кого-то будет классный секс. Ладно. А что, это что же неотъемлемая часть нашей жизни. Поздравляю, товарищи. У кого-то он будет. Так, не просто, а классный. Так, ладно. Так, смотрите. Вообще, вам дальше, о чем они говорят, подсказочка тоже. Оставайся таким же искренним человеком. Ну, тут больше как в душе, да, где-то не зачеркивай. Вот ты можешь радоваться этой жизни. Не говорю, что там должна показывать себя, вот, раскрывать себя для всех, но вот где-то вот эту искренность, вот эту детскость сохраняй. Говорят, это огромная какая-то неотъемлемая часть твоей вот личности. Вот так как-то этим, может быть, цепляешь. Это где-то даже залог, может быть, даже где-то этого счастья твоего, умения вот радоваться, вот так вот искренне. Так, принятие. Где-то, может быть, принятие ситуации, в которой ты оказалась, может быть, уже как просто показывает, что уже по большому счету ты уже выводы сделала из какого-то там, у тебя прожитый есть какой-то этап, да, жизни, вот ты прожила его, осознала что-то, приняла, и уже принятие есть, осознание того, что ну все уже хорошо, уже назад не исправишь, как кинопленку назад не открутишь. Вот прими то, что есть. Было много прекрасного, и принимай это прекрасное, не зачеркивай то хорошее, что было. Пора взять управление собственной судьбой в собственные руки. После того, когда этот опыт ты принимаешь, все, освобождаешься где-то от негатива, радуешься тому, что есть. Вот какой-то такой акцент, знаете, надо как будто бы сейчас обратить внимание на то, что у вас есть, и научиться этому радоваться, принимать не как должное, а поблагодарить. А вы чем-то владеете, это такой как минимум
классным характером, как минимум умением радоваться жизни, как минимум у вас тут какие-то есть мечты, цели, по звезде интеллект присутствует. Ну, тут все есть, девочки, для того, чтобы правда радоваться жизни. Так, а тут дальше мне показано, как использовать вот эту информацию полученную. Не знаю, не знаю. Тут как за сочетание такое чудное, знаете. Мне, с одной стороны, могу прочесть, что когда ты принимаешь все, что произошло в твоей жизни, да, отпускаешь где-то эту боль, сожаление, и понимаешь, что кроме тебя никто не выстроит ту жизнь, которую ты хотела бы жить. Да, берешь управление вот этой судьбой в собственные руки, не перекладываешь ответственность, то показано, что потом появляется мужчина, карта медведь. Мужчина, который по этой карте, мужчина заботливый, мужчина, который материально вкладывается в отношения, прям тут такой подарки дарит, внимательный такой, вот прям мне показано так. Но тут же, смотрите, он притянется не на какую-то вашу жертвенную позицию, не на девочку, которая сидит там, поплакивает судьбу, а на женщину, которая цветет и пахнет, искренне радуется жизни, и сама на этой яхте плывет и управляет и своей судьбой. Вот такое мне показывают, девочки. Так, о чем ведьма, Эрос, дьявол, бог ты мой. А что это тут у нас тут дальше такое? Вот, как использовать эту информацию? Ух. Даже не знаю. А ну сейчас. Не хочу же вам тут какие-то золотые горы наобещать, а потом вы мне скажете, где они, Ирина. Вот как мне по этим картам, как будто бы придет в вашу жизнь мужчина, который действительно вот тут достойный. По карте ведьма вполне возможно даже ведьма Эрос. Вот какая-то может быть даже и ситуация такая нестандартная, вплоть до того, что... Где ведьма? Слышь, ведьма? Чем гроб? Может быть даже как-то так вот тут сплетни и гроб. То есть даже, может быть, с одной стороны неожиданно. Я так понимаю, вокруг вас очень много сплетен, как будто эти сплетни муссируются вокруг вас, даже может раздуваться. У вас, может быть, нет никаких там каких-то любовных связей на стороне. И, в принципе, может быть, немного там какой-то такой вот яркой жизни именно в сексуальном плане. А тут и вокруг вас могло в свое время там вам приписывать какие-то романы. А тут будет какая-то такая ситуация, может быть, нестандартная даже. Как будто бы даже не успеют люди или даже не смогут узнать. Какая-то неожиданная, может быть, встреча с этим мужчиной. Вот как будто бы вот эта ведьма, мне так она все-таки, как будто бы хотелось бы это считать все вместе, как будто бы где-то как неожиданное, но в то же время вы не сможете этого избежать. Вот тут как прописана эта встреча с этим мужчиной. И все-таки мне хочется тут сказать, что даже вы будете испытывать какие-то такие эмоции, карта Эрос. Ну, как минимум, у вас совместимость сексуальная будет замечательная, все прекрасно. Но на фоне вот этого товарища, тут смотрите, как будто бы может быть возвращение у кого-то блудного попугая Кеши, да. Карта дьявол и карта тут король жезлов и пятерка мечей. Тут аккуратно, тут может еще появиться какой-то мужчина, который в прошлом вам причинял боль и очень некрасиво поступал. И опять-таки дьявол и жезлы. Это знаете, вплоть до того, что если тут у вас вы живете своей какой-то жизнью размеренной, там ни о чем таком уже сильно о никаких страстях и не мечтаете, хотите просто жить, чтобы вас все оставили в покое, не нарушали этот ваш покой. А тут какая-то связь, и вы можете там подвлюбиться, снова почувствовать себя желанной, такой какой-то сексуальной, притягательной. Я не говорю, что вы сейчас такой себя не чувствуете, но тут у кого-то может такая ситуация быть, какая-то тут встреча. Как минимум, девочки, почувствуйте, знаете, себя, как это, на коне, да, но тут чуть-чуть другое. Почувствуйте свою власть над в принципе, над мужчинами, свои женские какие-то чары. Вот такое какое-то. И тут вот на эту энергетику может вернуться какой-то бывший. Ну, этого бы не хотелось, конечно. То вам говорят, конечно, у вас может быть такое, как, ну, это искушение, да, по дьяволу. Тут, и вы вновь можете подумать, что вот радость, счастье может это вернуть, но вам говорят из другой колоде, аккуратно, это дьявол,
Это может быть подмена понятий, это может быть сексуальная связь на там, знаете, какая-то не то, что там единожды, а такая вот, как просто вот люди сошлись, да, и тут на старые дрожжи человеку просто захотелось самоутвердиться и почувствовать себя, что вы вот делаете выбор в его сторону, что он для вас вновь такой желанный. Ну, вот как-то так. И по этой карте все-таки так, почему? Это же что вам они хотят сказать, карты, да, что они вам подсказывают, может быть, как правильно эту информацию полученную использовать для себя. Просто принять как должное, да, что вы интересная женщина, что вы интересны не одному мужчине, это вполне как будто закономерно. А мозги включать и делать выбор в сторону того мужчины, который действительно поступками доказывает. Там не просто на словах, там вам рисуют какие-то сказочные картины, не просто там обещания какие-то, а по факту жезловый может быть и не одна женщина у него, да, много. Тут как будто бы примите как должное это внимание, но выбор делайте больше головой все-таки. И даже когда вы выберете головой, вам говорят, ваша интимная сторона жизни не пострадает абсолютно. Вам может быть даже с мужчиной, который действительно вкладывается в отношения, заботится о вас. Тут даже физиологически может быть в данном раскладе так показана совместимость в сексуальном плане. У вас даже может быть лучше, чем с вот этим прежним каким-то героем-любовником. То есть, другими словами, вы ни черта не потеряете. Вернее, совсем ничего. Как-то так. Ой, надеюсь, что это случится у вас. Это было бы здорово. Так, еще одну-две карты вытащу. Так, о чем вам карты хотят еще сказать? Да, да. Вы, ваша карта. Вы, женщина-мужчина. И что? Урожай. И все будет хорошо. Девочки, все будет хорошо. Ну, кому-то прям тот, кто, может, разуверился в любви, во взаимоотношениях, в принципе, разуверился в том, что с мужчиной можно построить гармоничные отношения. Тут прям вам как передают. Вы, ваша карта, карта женщина. Следующая карта мужчина. Урожай. Вы сможете собрать этот урожай, и дороги будут открыты. Все хорошо. Тут как будто бы вот просто нужно где-то принять. А принять, девочки, что? Где-то радуемся тому, что есть. Отпускаем боль. Принимаем жизнь такой, какая она есть. И берем управление вот этой собственной судьбой в собственные руки. Все, не перекладываем ответственность ни на кого. И тогда все у вас будет прекрасно. Все, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.